Всем привет, с вами Сысыбыс, и мы начинаем. Человечество появилось около 200 тысяч лет назад. На протяжении этого времени произошло много великих событий, которые наша история помнит и по сей день. Удивительные открытия, войны, болезни, с чем только не сталкивались люди. В любое время на планете хватало маньяков, педофилов, людоедов, психов, зоофилов и прочей нечисти. В наше время появился интернет. С его появлением открываются практически безграничные возможности и действия, причем для этой же больной категории людей. Где же таких можно повстречать? Сегодня я покажу вам, что есть в Даркнете, посещу некоторые форумы и расскажу, что еще можно в нем сделать. Что же такое Даркнет? Даркнет – это скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, с использованием нестандартных протоколов и портов. Анонимная сеть представляет собой систему несвязанных между собой виртуальных туннелей, предоставляющую передачу данных в зашифрованном виде. В переводе на русский язык вы привыкли сидеть в обычном интернете, так сказать, хороший интернет, но Даркнет – это противоположность этого светлого интернета. Даркнет пользуется огромной популярностью у хакеров, которые желают скрыть свою анонимность в сети. Ведь где, если не там, установив обычный браузер Tor и сделав дополнительные манипуляции с компьютером и программами, можно стать практически полностью анонимным. А анонимность дает полную свободу слова, открывает весь занавес сущности человека. Посидев на некоторых сайтах и форумах, можно найти что-то интересное или даже полезное. Однако жестокости и неадекватности там тоже хватает. Вот только некоторые диалоги на самом простом форуме Даркнета. Жмем паузу на самом интересном. Поехали. Как можно организовать собственное убийство так, чтобы оно выглядело как несчастный случай? Не хочу приносить боль близким, думаю, смириться с несчастным случаем им будет легче, чем с моим суицидом. Ну и тут обширный вопрос, и на него ответ. Как принудительно посадить в психушку? Отец-алкоголик буйно мешает жить маме. Есть ли способ принудительно в психиатрическую клинику? Не поможет, только поможет убийство. Если интересует, пиши. Хочу секс с 12-14-летним мальчиком. Я девушка. Подскажите сайт. Заранее спасибо. Поиск видео тематики убийства. Расчленение. Помогите найти сайты, где можно брать видео тематики убийств, расстрелов, расчленений, изнасилований и прочего. Где найти этого порно-СС давно не искал и не мог найти. Ну и в Даркнете есть свои тролли. Работа на поджоге авто. Подскажите, кто может предложить работу типа поджечь, разбить авто? Оставь почту, есть работа. Помогите найти сайты с видео. Помогите найти сайты с видео педофилии, пожалуйста. Хочу посмотреть, что это такое. И на этот вопрос дают 8 подробных ответов, что я показать вам не могу. Купить оружие в Мурманске. Где можно поискать оружие в Мурманске или на сайтах, которые доставляют? Мне нужен пистолет с глушителем и 50 патронов. Как пересечь границу? Нужно пересечь границу Российской Федерации к США, точнее на Аляску. Но здесь просто без комментариев. Да, и даже на такой вопрос дают очень подробный ответ. Взрывчатка. Здравствуйте, ребят. Подскажите, пожалуйста, как можно делать взрывчатку в домашних условиях? Как убить человека без следов? Мне нужно средство для убийства, какое-нибудь лекарство или капли, без разницы. Способы применения, то есть куда можно добавить. Как сделать так, чтобы жертва не могла орать, но могла говорить? Возможно ли такое, чтобы жертва не могла орать, но говорить? Например, как-нибудь хитро выебано проколоть ей горло или еще что-нибудь в этом роде. Чат с извращенцами. Хочу найти чат с извращенками и извращенцами. Сразу скажу, я искала и не нашла. Всех целую. Ребята, я посмотреть всякое видео смертей или фото. Слушайте, дайте ссылки на всякое видео смертей, или если есть такое, порно с трупами, ничего не подумайте, просто интересно. Тут скидывают ссылки различных сайтов. Давайте попробуем зайти на один из них. Пытки и убийства. Пробовать заходить на другие, поверьте, не лучшая идея. Здесь пытают, калечат, убивают людей в режиме стрима.
Помимо просмотра, зритель принимает прямое участие в убийстве. Он может заказать за донат, что делать ведущему. Например, отрезать ухо или заставить что-то съесть жертву, непригодную для пищи. Но посмотреть такие трансляции можно только заплатив большие деньги. И, как говорят, нужно пройти некие квесты. Сам не могу утверждать, что все это правда, так как это может быть обычный развод на деньги, и никто не будет рисковать столько платить за кота в мешке. Что ж, давайте немного подробнее посмотрим комнату смерти. Red Room, она же красная комната. Осталось 8 дней, 7 часов, 7 минут. Ты можешь быть зрителем и принять участие. Здесь есть точки доступа и их типы. Зритель, ты можешь только смотреть. За это хотят 1/10 биткоина, что в переводе это около 50 тысяч рублей. Следующий тип – командир. Здесь нам предлагают быть хозяином. Полагаю, можно будет принимать участие, предлагать действия для жертв. Для этого удовольствия нам надо заплатить 1 биткоин. Это почти 500 000 рублей. Еще один тип – это мастер. Требует от нас 2 биткоина. Это около 1 миллиона рублей. Доступно пока 0. Что же там можно будет делать за такие деньги, остается загадкой. Дальше нам предлагают скачать видео, посмотреть последние события в красной комнате. Можно купить старую трансляцию. Еще ниже инструкции по установке. Можно прочитать всякую информацию про комнату. Что ж, попробуем принять участие. Мы выбираем зрителя, стандартный доступ. Нам генерируют аккаунт и напоминают сохранить логин и пароль. Регистрируем. Дальше идет процесс регистрации, где мы должны перевести деньги, чтобы принять участие. Почему именно биткоин? Потому что это безопасная анонимная валюта, и в Даркнете она имеет большой спрос. Развод это на деньги или действительно мы можем что-то посмотреть, остается только догадываться. Никакой разумный человек не будет рисковать, покупая за такую сумму, не понять что. Такая комната, возможно, даже не одна. И именно это может быть жалкой подделкой оригинала. А как вам такие сайты? Можно купить все что угодно. Отмычки? Пожалуйста. Еще и покажут подробную инструкцию по вскрытию замков. Оружие? Его тут тоже навалом. Можно даже заказать убийство. А что касается наркотических веществ, так это самые большие магазины и разделы, посвященные этому. Мне кажется, если это было бы легализовано, то магазинов было бы не меньше, чем продуктовых по стране. Что скрывается под занавесом? Под прекрасной улыбкой вашего соседа. Дай только анонимность, и все те люди, которые имеют отношение к этому видеоролику, могли бы быть намного ближе, чем вы думаете.